Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, ваши добрые слова и пожелания, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что творит за твоей спиной? Прямо сейчас. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, помним, расклады общие. Не воспринимайте как призыв к действию эту информацию, скорее как совет карт. Вы, только вы, творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Сразу, понятно. Белая ворона. Свой взгляд на мир, на взаимоотношения, свое, опять-таки, видение, может быть, всего, да? Выделяетесь из толпы, отличаетесь от большинства. Из окружения выделяетесь из вашего. При этом хотелось бы найти свою вторую половинку. Как минимум тут хотелось бы побольше единомышленников. Людей, с которыми вы бы могли на одном языке разговаривать. С кем бы у вас были одни и те же, может быть, ценности. Опять мечты какие-то, чтобы эти люди разделяли ваши там стремления к чему-либо, хотя бы понимали, о чем вы говорите, о чем вы мечтаете. Тут я вижу вечная невеста, как будто бы, может быть, не в полной мере вы недовольны, да, может быть, мало этих людей, единицы, скорее всего, их очень мало, таких людей. А сама по себе тут и белая ворона, и карта звезда. Девочки, звезда — это интеллект в первую очередь. Все у вас прекрасно с интеллектом. Таланты, способности, внешне привлекательная, яркая звездочка. А у кого-то прям какая-то там известная личность, да, может быть, в узких или в широких кругах, медийная личность даже. У кого-то, в принципе, к вам обращаются, может быть, за советом, за помощью, тоже сюда же все это. При этом некоторые вас воспринимают, могут воспринимать, да, как, знаете, как такую, как зазналась. Женщина, которая, может быть, цену себе не сложит, корону на голову нацепила. Тут даже так могут вас воспринимать. Хотя на самом деле это, скорее всего, ваши рамочки, границы. Вы просто не хотите подпускать к себе лишний раз, не хотите, может быть, повторение болезненного опыта, да, может быть, доверяли, может быть, раскрывали свою душу, да, туда без спроса лезли, да, как это, по белому ковру в гостиную, да, в обуви, топтались. Вот тут что-то такое, девочки. Так, у кого-то миссия, призвание, видение себя. Может быть, хотите прожить жизнь, знаете, как бы оставить след, как бы это пафосно не звучало, не наследить, да, по жизни и в судьбах других людей, оставить след, принести пользу, может быть, даже отдельно взятым личностям, да, не знаю, всему человечеству или нет, но, по крайней мере, хотели бы, может быть, оставить после себя прекрасные воспоминания, принести пользу. У кого-то так прям. Сама по себе очень нежная, открытая, ласковая. У вас вот эта не закрыта потребность в этом. Мне показано, как будто бы мало в вашем окружении людей, опять-таки, с которыми вы бы были на одной волне, с которыми бы вы или хотели поделиться там сокровенным. Может быть, мало людей, которым вы даже доверяете. Может быть, даже уже особо и не видите надобности. Хотя все-таки потребность в этом есть. Скорее всего, вот вы смотрите на ваше окружение, и вы говорите: я не хочу повторять судьбу этих женщин, я не хочу проживать свою жизнь так, как они проживают. Плохо, хорошо, не в этом дело. Они другие. И у меня вообще другие, иные потребности, желания, ценности. Тут все об этом как-то. Так, сейчас я уточню. Тут как будто бы вроде бы вот вы смотрите, да, на себя, на свою жизнь. По идее, вот знаете, может быть, чего хотите, еще более четко знаете, чего не хотите.
как будто бы сквозь тернии к звездам идете. Вот тут вот как будто бы как свинью подложили. Опять-таки, тут методом проб и ошибок. Тут какие-то постоянно как будто бы, ну не знаю, квест, не квест, но тут как будто бы попытки найти, повторюсь, как родную душу, таких же, как вы. Ну тут как карта, вот тут вечная невеста, тут как свинью подложили. Опять-таки, мне показано, вы ошиблись в каком-то, ну, может быть, мужчине. Приняли желаемое за действительное, вот это вот тут. Скорее всего, столкнулись с каким-то мужским то ли эгоизмом, то ли попытками самоутвердиться. Вот мне так это хотелось бы прочесть. Хотя вы влюбились, этот человек был очень обаятелен, мог себе расположить, но опять-таки наделили его какими-то качествами, которыми он в полной мере не обладал. Знаете, как это, вот образ какой-то у вас был в голове, и скорее всего вы вот как вот шаблон какой-то идеальный, да, вот такой вот. И вы этого мужчину могли встретить и как будто бы, ну, его под этот шаблончик запихнуть, да, вот. Другими словами, много придумали, наидеализировали. Вот тут что-то такое. Очень хотелось видеть в нем того самого. Скорее всего, как иллюзия. Тут подмена понятий. Вы воспринимали его как подарок судьбы, а тут вот как свинью вам подложили. Но отчасти не будем снимать ответственность самих себя. Вы могли и сами себе напридумывать, намечтать, да, притянуть как будто бы за уши. Желаемое за действительное. Опять мечта, звезда, мечта. Вот есть у вас идеальный образ, я повторюсь, какого-то мужчины. Ну, у кого-то это настолько далеко от реальности, от каких-то реальных мужчин, вот этот образ. Но вполне возможно, повторюсь, еще вы его встретили, и вам показалось, он тот самый. Тут даже больше. Тут у кого-то история карта замок. Много тумана, недоговоренности, тайн, умалчивания. У кого-то не свободны, у кого-то, может быть, отношения порицаемые социумом, трудно реализуемые, очень много но, нюансов каких-то. Но мне идет такой, как будто бы вы рядом с ним могли ощущать себя такой какой-то необычной, да, вот, может быть, желание жить, стать лучшей версией самой себя. Прям как будто бы то самый, да, вот у кого-то прям прилив сил, энергии был, и, может быть, даже какие-то амбиции, желания проснулись рядышком с ним. Вот мне так, как будто он как-то на вас так влиял. Хотя я вам скажу, это в вас есть это все. По идее, научиться это как бы открывать и развивать вне зависимости, присутствует мужчина в вашей жизни или нет. Вот тут скорее над этим надо поработать. Так. Такая ваша сигнификация у меня сейчас вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Кто что творит за вашей спиной, да? Кто творит за вашей спиной и что этот человек творит за вашей спиной? Посмотрим. А вдруг что-то хорошее? Подарок вам готовит под елку, да? Кто творит за вашей спиной? И что этот человек творит за вашей спиной? Кто творит за вашей спиной? И что этот человек творит за вашей спиной? Кто и что? Смотрим. Кто творит что-то за вашей спиной? Ух ты. Так, о чем это? Женщина какая-то. Угу. Сейчас будем уточнять. Так. Женщина по карте княгиня. Такие сочетания тут разные. Тут рядом и ребенок. Нужно уточнять. Так, кто она для вас? Так, давайте самого простого. Это ваша подруга?
ангел и демон. Не совсем подруга, она может проявляться к вам по-разному. То есть в идеале вы можете думать иногда, да, она к вам хорошо расположена, как подруга, а иногда по карте демон, скорее всего, палки в колеса вам может пытаться вставить. Не совсем это подруга. Так, коллега по работе? Не совсем, нет, скорее не коллега по работе. Так, бывшая подруга, вот, это опять мне выходят какие-то карты такие, это как бывшая подруга, карта Солнца, да. А может быть, я вам хочу сказать, это вот тут карта Солнца, как ребенок, тут у кого-то прям может проиграться, это подруга детства даже, детство, может быть, там в школе вместе как-то, а сейчас вы пересекаетесь с ней. Карта очищения, это что, иногда? Знаете как, скорее всего, ваши пути дороги разошлись, иногда можете пересекаться, но ваше общение уже совершенно другого формата, не то, которое было раньше, не то, какое было раньше. Можете как какими-то такими, ну как вам сказать, не на постоянной основе, а вот периодически, как случайно, может быть, даже пересекаетесь. Скорее всего, тут какие-то у вас разочарования либо друг в друге, или в вашей так называемой дружбе, в вашем общении. Тут как будто бы пришло осознание, может быть, что не стоит даже поддерживать взаимоотношения. У кого-то тут разбитое сердце, воровство, очищение. Знаете, у кого-то вообще может быть такая какая-то история проиграться. Вы могли узнать, допустим, если эта женщина могла о вас какие-то там не очень приятные, нелицеприятные вещи рассказывать, да, вот тут вот так вот, да, тут вот эта вот женщина, мне почему-то показано, это ваша бывшая подруга. Причем у меня такое ощущение, даже когда она была там, может быть, раньше вы в статусе вашей подруги, то вполне возможно даже тогда она могла, ну, скажем так, за спиной у вас что-то периодически про вас не очень такое красивое, может быть, какие-то сплетни, да, может быть, какие-то высказывания в вашу сторону могла позволять себе. Так, вот это вот мне почему-то она вышла, вот эта вот женщина, она творит за вашей спиной. Эта женщина, так, какие-то страхи, на нее характеристика. Смотрите, она тут может быть, может проявляться, тут карта ребенок, знаете, как, я не буду говорить тут как инфантилизм, нет, тут какие-то у него могут быть поступки такие, ну, по ребенку, допустим, совершит какую-то, даже я не могу сказать, дичь, да, оплошность, как будто что-то как вытворит. У кого-то это вот тут карта транжира, это может там копить деньги на что-то, потом их потратить, да. У кого-то в принципе, давайте, да, может это даже не денег касается, а, ну да, у кого-то там это растраты чего-то, у кого-то это, допустим, может, опять-таки, может как идти к какой-то цели, да, почти ее достигнуть, и потом бабах в один момент как будто бы все спустить, какие-то ресурсы, может быть, возможности, вот как будто бы человек вот как саморазрушение, может сам совершать вот какие-то как детские необдуманные поступки. Хотя по карте княгиня она себя позиционирует как умная, мудрая, практичная, но она совершает какие-то поступки, повторюсь, такие какие-то, ну, по карте ребенок, ну, что-то тут непонятно. При этом потом же самобичевание, сама себя как будто бы накручивает, сожалеет о своих поступках. Это может касаться даже проявлений ее, может быть, проявлений в вашу сторону, в сторону какого-то окружения. То есть это касается ее, может быть, черты характера, ее, то, как она выстраивает коммуникацию. Тут все сюда же, то есть где-то, может, каким-то там, ну не знаю, там сарказм какой-то, язвительное слово, может быть, как-то, ну, нелицеприятно о ком-то что-то рассуждать, да, какие-то такие замечания делать.
И это показано, это в социуме, это против нее же и оборачивается. Эта вся информация против нее же как бы перекручивается, оборачивается. Может быть, люди узнают о том, что она так, ну, с языком своим, да, как говорят, мелет, да. Опять-таки, карта сад. Сад это социум, айсберг, коса. Угу. Какая-то такая, знаете, как травмированная личность и сама себе противоречит. Вроде бы как пытается быть, с одной стороны, вроде бы как, да, какая-то даже правильная, какие-то принципы, но тут же показано в ней самой, сколько заключено каких-то противоречий. Может сама противоречить вот эти принципы какие-то, да, надо их проповедуют, да, какие-то истины. А потом, оказывается, сама их и нарушает, эти прописные правила. Потому как тут как будто бы верхушку айсберга только вот видят люди. На самом деле там очень много скрытого. В том числе очень много скрыто страхов. Страхов, может страх, я же даже не знаю, страх чего тут. Это у нее страхи. Опять-таки у человека как будто бы тут карта сад, это социум, это общение. У нее страх неудачи, страх того, что, допустим, вот у нее какие-то есть тут амбиции, желания, и у нее страх, что ее вот эти вот мечты, тут даже мечты, это не совсем мечты, это ее какие-то тут планы, тут какие-то амбициозные планы, они как будто бы не реализуются. Вот. Как будто бы человек столько всего напланировал, может быть, даже уверен в себе был, что я этого достойна, я этого достигну, а тут как закрывают ей, ну, может быть, дорогу, как-то так. Вот, тут и карта коса, карта гроб, лабиринт, сад, как будто бы она не может достичь желаемого. У нее, допустим, видение себя, вот я вот хочу вот жить такую жизнь, вот, допустим, у меня там в планах, там, уже не знаю, такой бизнес-проект, а оно все как медным тазом, ну, не реализовано. При этом тут женщина такая, она не готова особо прогинаться, не готова тут даже чье-то мнение слушать, не готова, ну, как вам сказать, даже не идти на компромиссы, на какие-то уступки. Тут вот как будто бы не буду я ни для кого удобной, с одной стороны. Я сама по себе тут такая ценная личность. Тут ну и не буду говорить, что тут мания величия. Но тут какие-то проблески такие есть. Какие-то, как это говорят, закидоны, да, такие. Как будто бы я сама по себе тут, ну, на минуточку, с короной на голове. Пусть это ко мне не прислушиваются. Это мое мнение они должны слушать. А как будто бы показывает вот жизнь, то, что как бы особо никто ее мнение не прислушивается. У всех своя жизнь, у всех свои там какие-то потребности. Как будто бы у нее тут планы такие грандиозные, на нее саму были. И оно как-то, не то что там большой мыльный пузырь, но как-то все совсем не так пошло, как она планировала. Вот эта вот женщина, это из прошлого, это ваша какая-то, ну, мне показали подруга. Подруга из прошлого, которая, повторюсь, еще, когда вы могли там дружить в юные времена, она могла позволять себе какие-то очень некрасивые выражения, высказывания в вашу сторону. Мне вот так вот идет. Так, и что, собственно, она творит за вашей спиной? Ну, уж не знаю, что-то тут. Скорее всего, человек пытается, ну, как кости моет, да, вам, как игру какую-то свою ведет против вас. Их смысл этой игры, ей важно самоутвердиться, ей важно где-то, ну, тут уже не знаю, тут показать, тут карта грязь, карта унижения.
тут такие карты: вирус, ее убеждения какие-то и соперничество. Ну давайте, я так скажу, на первое место идет, выходит тут карта у меня соперничество и карта вечная невеста. Это история о том, что пока она желаемое, то, что она там себе запланировала, она не получила. Из-за этого человек бесится, из этого ей хотелось бы, может быть, опять-таки, даже не знаю, найти какие-то для себя, как отмазки, может быть, сравнивая там вашу жизнь, жизнь, может быть, кого-то еще. Как человек как будто бы анализирует, сравнивает и даже пытается самоутвердиться. Может быть, доказывая самой себе, что, допустим, ага, и у кого-то еще тоже там что-то не сложилось, не получилось. Тут такое, вплоть до какие-то вот какие-то нюансы такие вот. Ей как будто интересно. Интересно узнать что-то из вашей жизни. При этом к себе она не подпускает. Тут как будто бы она стоит, ну, на чеку и с этим каким-то кинжалом наперевес. Людям не доверяет. Тут карта токсичность. Ничего хорошего не ждет. Тут у нее какой-то такой период в жизни, где у нее уже стойкое разочарование. Как будто бы она ничего и не ждет хорошего. Но при этом ей очень важно найти подтверждение, что у других тоже какая-то хрень в жизни происходит. Вот тут такое. И тут какие-то, я повторюсь, какие-то такие у нее в голове, вот, может, это разговоры, обсуждения вас. Человек докапывается до каких-то таких мелочей, нюансов, может раздувать на ровном месте, там какую-то информацию получит о вас. И тут же как-то, повторюсь, еще что-нибудь, может, какие-то гадости еще от себя договорит. Но это как какая-то тут игра, и она уже идет давным-давно, эта игра. Ну, человек вас, эта женщина вас видит соперницу. Соперница тут даже не в плане там мужчины какие-то там, или вы там нравитесь одним и тем же мужчинам. Нет, тут более глобально как-то. Тут ей важно, вот у нее есть какие-то эти убеждения, и ей очень важно как будто бы доказать, может быть, даже и вам, что она в чем-то права, она, может быть, правильный какой-то, не знаю, вектор развития, если можно сказать, выбрала. Она своей какой-то дорогой пошла, а вы, может быть, в этом проигрываете. Ну, тут вот даже вот такие какие-то нюансы. Ну, и вот эти карты, тут вирус, это я это считываю, знаете, это какие-то такие попытки, вот, даже какие-то в мелочах человек, если может нагадить, навредить, вот он это сделает, вот так как-то. Не знаю, такая какая-то... Тут как будто бы женщины, полоса в жизни, она уже затяжная. Может, в личной жизни, может быть, не совсем все замечательно. Тут с материалкой также не совсем. Опять-таки, мне так кажется, она тут пытается периодически, карта освобождения, разорвать эти какие-то цепи. Ну, получается у нее или нет, не знаю. Как будто бы выйти за какие-то вот ограничения, рамки. Так. Тут, может быть, у нее не один раз она выходила даже замуж, пыталась создать семью. Тут что-то вот как-то один раз неудачно, не совсем удачно, может быть, второй раз человек пытается по-другому, по-иному, вот. Ну, но повторюсь, тут проблема в ней самой. Она изнутри сама себя как съедает, разъедает. И вот эта вот токсичность, она, может, даже как выплескивает на окружающих. С ней очень тяжело, с ней трудно. Характер такой какой-то. Прям мне выскочило, знаете, не вышло у меня тут карт, говорящих о том, что там она там какая-то там милая, добрая, привлекательная. Нет, тут скорее очень много амбиций, очень много какого-то желания самоутвердиться еще раз, какую-то тут прям, тут жесткость, жестокость даже в чем-то, вот такое вот какое-то есть.
При этом может быть зависть, карта соперничества, зависть, если у вас в вашей жизни присутствуют или присутствовали мужчины, которые брали ответственность за вас, вкладывались материально. Тут такой подтекст, карта медведь. Это мужчина, который заботится о своей женщине, там подарки дарит, вкладывается во взаимоотношения. Если вот это было, ну, в вашу сторону, или она подозревала, или ей казалось, что мужчины вот вам уделяют внимание, вкладываются во взаимоотношения с вами, вы как-то можете так простраивать вот эти отношения, и это все получаете. Вот тут зависть, злость, тут что-то такое. Так, а в ее сторону как мужчины проявлялись, проявляются? Как вообще? Я не могу сказать, что прям у нее тут не было. У нее были романы тут. Но, скорее всего, просто тех мужчин, которых она была заинтересована, они как упорхали от нее. Может быть, она слишком как давила, показывала, что ну, она в них заинтересована. Мужчины воспринимают это как капкан, да, который захлопнется. Выбор. Вполне возможно, могла делить там мужчину с кем-то еще, своего там или не своего. Ну, вполне возможно, тут показано мне как будто бы семья, у нее стабильность была и романтические отношения, ну, карта гроб закончена. Ну, тут просто зависть, скорее всего, женская какая-то. Как будто бы то, что у нее было, ей то ли этого было мало, или ей хотелось другого. А тут 100% есть зависть в вашу сторону. Так, что творит? Так, а собственно, вот мне просто до конца непонятно, в чем эта игра заключается. Понятно, что одно. Цель этой какой-то игры, цель мне понятна, что человек хотел бы, ну, карта грязи, карта унижения, как минимум испортить вам жизнь, как минимум за вашей спиной, может, какие-то гадости про вас рассказывает, да, может быть, узнает о каких-то нюансах, да, там, из вашей жизни, может быть, как будто бы, знаете, тоже с каким-то таким опломбом может там какое-то слово там в беседе там со знакомыми о вас что-то такое за значимым видом сказать, да, как будто бы она что-то такое знает, да, что другие о вас не знают. Тут что-то из этой серии. Но, собственно, эта игра о чем за вашей спиной? Тут женщина, повторюсь, она как самоутверждается, хочет самоутвердиться за ваш счет. Ей очень важно показать, что как будто бы вы вот как-то так или живете, или у вас какие-то такие понятия, принципы. И она это как осуждает, как будто бы у вас разное видение мира, но где-то вот ей важно показать, что вы в чем-то там неправы глобально. Ну, не знаю. Тут опять карта игра вышла у меня. Может рассказывать о том, что вы, допустим, то ли не тех вы мужчин выбираете, то ли, знаете, тут как будто бы карта ребенок идет, темница, что может рассказывать о том, что вы, допустим, сделав неправильный выбор в сторону какого-то мужчину, тем самым как сами себя сковали по рукам, выбрали какую-то там свой путь, свою судьбу, свою пару какую-то не такую. В общем, тут что-то такое вот. Бумеранги, игра. Тут вышла несколько раз карта игра, бумеранг. Повторюсь еще раз, тут ей очень важно в самой себе, вам, какому-то окружению, вот почему-то как вот поставить галочку и доказать, что вы неправильно как-то, то ли приоритеты в жизни выстроены у вас, да, то ли вы как-то неправильно свою жизнь проживаете. Вот тут что-то так вот. Будто бы она делает правильно, а вы нет.
Она, может, даже и хотела бы с вами как-то сблизиться, но у нее тут же, как, я не знаю, это какая-то ревность. Ревность даже не по поводу мужчин, а по поводу того, что у вас в жизни есть, чего вы там достигли, о чем мечтаете. Вот какое-то соперничество, ревность. И вы, с одной стороны, ее интересуете, с другой стороны, отторжение. Вы ее подбешиваете, выбешиваете чем-то. Вы настолько разные. Вот, что-то ей не мнется. Как это, не живется спокойно. Ну уж не знаю, разбитое сердце. Ну человек несчастлив. Вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, да, наполнять ее радостью, ей нужно теперь как будто бы найти подтверждение того, что да, у всех хрень какая-то в жизни творится. Наверное, так проще ей так проще. Ну, тут вы, вот вы как будто бы у нее в памяти постоянно ваша карта. Вот чем-то вы ее триггерите. Вот что-то такое вот у вас есть, что не дает ей спокойно жить. Девочки, у кого-то, может быть, она хотела с вами сблизиться в какой-то период своей жизни. Карта трудности. Вполне возможно, вы считали, что вы не хотите. Вы почувствовали, что человек то ли пытается самоутвердиться, да, то ли токсичный. И карта тупик. Может, вы сами, знаете, ее на вытянутую ручку, как будто бы, да, ну, дали понять, что я не хочу с тобой дальше общаться или больше сближаться. И ее это задело. Тут вот такое. Карта унижения, тупик, карта трудности. История о том, что, скорее всего, вы для себя сделали выбор. Я не хочу, мне таких подруг нафиг не надо. А ее это задело. Тут так. Ну, насколько она искренняя была, она сама по себе очень противоречивая личность, да, тут такая, вот, я вас прекрасно понимаю, таких, правда, нужно держаться подальше. Тут взрыв мозга просто. Все, вот такая дамочка, вот, она творит за вашей спиной тут. Какие-то разговоры про вас, какие-то перекручивания информации, попытки самоутверждения за ваш счет. Тут вот что-то такое. Вот вы от нее держитесь подальше, ее это выбешивает. Ну, я вам хочу сказать, вы правильно все делаете. Все, вот такой сегодня расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.